Приветствую, друзья! Уверен, многие из вас имеют или хотя бы слышали о некогда нашумевших среди ценителей тяжелой музыки внутриканальных наушниках Moondrop Aria. С тех пор, конечно, выходило как минимум 2 их вариации с префиксом Edition, но на полноценную вторую ревизию производитель решился вот только сейчас. Забегая наперед, работа действительно была проведена просто фантастическая, так что мы еще на пару шагов приблизились к тем самым Kato и Variation. Нисколько не сомневаюсь, что это очередной хит в своем сегменте, но давайте обо всем по порядку. Собственно, Moondrop Aria 2. Поехали! Пришла модель в небольшой картонной коробке с изображением скрипачки в наушниках, заводским графиком АЧХ и перечнем их технических характеристик, где стоит отметить один единственный, но сложный по компоновке динамический драйвер с импедансом в 33 Ома при чувствительности 122 дБ. В комплект нам положили макулатуру отличного качества, плотный круглый бокс и набор серых силиконовых амбушюр. Насадки, очевидно, маломерки, так что мне пришлось использовать классический уже КБ-07. А вот кабель здесь просто превосходный, толстый, витой, со сменной системой штекеров и сопротивлением равным 68 тысячных Ома, и это отдельно на каждой из жил. Таких кабелей бы побольше. Отличное решение. Сами чашечки немного тяжеленькие, с полностью металлическим корпусом, 2 отверстиями для компенсации, интересным таким звуководом и предельно простой внешней частью с фирменным винтиком. Смотрятся они не броско, зато компактные и безумно комфортные. Посадка просто выше всяких похвал. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас стандартный, как по учебнику, импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,1%, что совершенно феноменально. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с правильным заходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам подсветили только 16 кГц, дабы добавить звук воздуха и слегка подчеркнуть перкуссионные моменты. Если сравнить этот график с прекрасной реализацией хармоновской кривой в Симгот EV200 или EM6L, становится очевидно, что у нас еще более качественный представитель этой настройки с более выраженным средним басом, по-строгому сдержанной верхней серединой и максимально комфортными верхами. Отличная настройка, тут вообще не придраться. По подаче же у второй ревизии я просто обязан отметить появившуюся мелодичность, объем, насыщенность и даже некоторый уклон в передачу эмоций. Это больше не тот черствый сухарь с отличным разделением и акцентом на прорисовке нюансов. Конечно, в данном плане стало чуток попроще, но если смотреть на все объективно, то качественно звук серьезно так возмужал. Появился солидный акцент на низких частотах, которые хотя немного потеряли в прорисовке текстур, зато стали более собранными, теплыми и запредельно глубокими. Бас здесь реально вот прямо качает. Верха особо не акцентированы. Они также получили легкое аналоговое смягчение и тоже чуть утратили былую резкость. Но зато теперь они не рычат, не режут и не пытаются хоть как-то обратить на себя наше внимание.
Звук стал более музыкальным, хорошо очерченным и предельно сбалансированным. Не зря на коробке они изобразили девочку именно со скрипкой, потому как к первой ревизии подошла бы только электрогитара. Тут же реально можно слушать джаз, соул, всякие этнические вещи, классику, электронику и рок во всех его проявлениях. Для металла, думаю, первая ревизия подойдет чуть лучше, но и здесь с этим жанром все тоже очень достойно. Да, звук стал ощутимо жирнее и мягче, но зато мы наконец-то получили тембральный объем, нормальную прорисовку сцены в глубину и вместо чего-то пресного и отстраненного хорошее вовлечение в материал и, что еще важнее, возможность получать от всего этого максимум удовольствия. Неважно, ценитель ты утонченной джазовой импровизации или грубых гитарных запилов. Кое-что, конечно, во всех моделях Ария остается неизменным. Я говорю о том самом непрозрачном плотном основании, которое здесь выполняет роль веса у вокала и музыкальных инструментов. В этом плане герои обзора по-прежнему значительно уступают тем же Moondrop Kata. В остальном это огромный скачок от нейтральности и плоских таких примитивных текстур в мир ярких насыщенных образов и чуть ли не магнетичной вовлеченности. Если же вам нравится то, что было раньше, то стоит обратить свое внимание на недавно вышедшие Tenzo Fudo, где вес заметно меньше, сам звук более воздушный и сильно подсвечиваются всякие цыкания на перкуссии. Зато все четко, разборчиво и практически прозрачно в плане прорисовки. Но слух, к сожалению, не обмануть, и между Fudo и Aria 2 как минимум целая ступень в качестве звучания. Мне нравятся обе эти модели, и в своих сегментах они действительно словно столпы, однако и убийцами титанов я их тоже не назову. Звук героев обзора, хотя и немного смягчен, но ему еще очень далеко до музыкальности и органичности тех же T-Audio Hype 2. Вот там певучесть отточена и доведена чуть ли не до своего предельного состояния. Еще можно сравнить новинку SimGod EA1000, но последние ближе все-таки к Kata. Они гораздо детальнее, чище, быстрее, но, естественно, куда более выразительные. Понятно, что подобные сравнения как минимум спорны, так как модели взяты из очень разных ценовых сегментов, но чтобы очертить, так сказать, их уровень и передать характер, оно того, на мой взгляд, стоит. То есть это точно не музыкальное решение в полном смысле этого слова, с их эстетически приятными бархатными образами. Ну и не тот слегка зажатый скучный звук, что был у первой Ария. Модель, очевидно, прибавила в естественности и своей музыкальной составляющей. В остальном, так сказать, сохранив элементы техничности и брутального такого, местами даже слегка агрессивного напора. Я это очень ценю и действительно считаю развитием в сторону Kata и других более дорогих наушников. Но многочисленные поклонники первой ревизии со мной, конечно, могут и не согласиться. Непосредственно характер у звука изменился, и как это было с Snow Edition, далеко не каждый это поймет и оценит. Больше же всего Aria 2 мне напомнила другую новинку, дорогущий Hidis MP145. Причем они и настроены очень схожи, да и по подаче чуть ли не один в один. Отличает их только непрозрачная масса, которая имеется во всей линейке Aria, заметно большее количество баса и чуть уступающее общее разрешение. В остальном же они почти как братья-близнецы, а следовательно с Aria 2 можно серьезно так сэкономить. Все-таки 30 тысяч против 8 тысяч рублей. По мощности какой-то особой раскачки героям обзора не требуется. Непосредственно к характеру источника они тоже непривередливы, а значит взять их можно как к какому-то серьезному стационарному усилителю, так как к мобильному ЦАПу или портативному аудиоплееру. Везде модель раскроется и зазвучит так, как мало что звучит
в своем ценовом сегменте. Это реальный хит, отметающий, на мой взгляд, большинство решений от Симгод, Селест, Блон и, например, Тенкзо. Очень неплохое, пусть и не идеальное разрешение, достаточный уровень техничности, динамики и разделения, ну и, наконец-то, долгожданная мелодичность, глубина и раскрытие всех заложенных в музыку эмоций. Раньше о таком можно было только мечтать и копить на куда более дорогие ката. Сейчас же у нас есть Aria 2. И итогом обновленная версия Moondrop Aria 2 просто превосходно сидит. Кабель в комплект положили отличный. Практически идеальная настройка АЧХ. И что еще важнее, здесь очень сочные, объемные и практически живые музыкальные образы. Да, полностью музыкальность героя обзора, конечно, не уходят, сохраняя приличный такой задел для прорисовки, динамики и драйва. Но, честно скажу, стало гораздо мелодичнее, масштабнее и интереснее в плане передачи эмоций. Настолько хорошо было разве что в Ката. Скажу больше, по своему характеру они хотя и немного уступают, но практически в затылок дышат куда более дорогим Hidis MP145. Слушается это, друзья, просто восхитительно. Нисколько не сомневаюсь, что перед нами очередной народный хит в своем сегменте. Я от них просто в дичайшем восторге. Из минусов корпус металлический, ну и насадки у них маломерки. А на этом у меня все. Это были наушники Moondrop Aria 2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!